Мягкое воздушное тесто с золотистой корочкой в сочетании с нежной картофельной начинкой. Классика, которую любят за простоту и насыщенный вкус. Ставлю отваривать картофель. Не скажу, что сорт здесь имеет значение. Нарезаю картошку крупным кубиком. Ставлю на огонь, заливаю водой, чтобы она полностью покрыла картофель. И включаю средний огонь до закипания. Сразу ставлю жарить и репчатый лук. Нарезаю его мелким кубиком. Буду обжаривать на среднем огне. Масло налейте побольше и следите, чтобы лук не пригорел. Есть секрет вкусного лука. Это добавить щепотку сахара перед тем, как убирать лук с огня. Так он карамелизуется и добавит начинке дополнительные нотки вкуса. Список продуктов для этого рецепта вы найдете в описании под этим видео. Картофель закипел. Снимаю пенку, солю и пусть варится до готовности. Начинку лучше подготовить в первую очередь, чтобы она точно остыла. Воду с картофеля сливаю в отдельную миску. Толкушкой делаю пюре. Сюда для вкуса можно добавить грамм 30-40 сливочного масла. Теперь добавляю постепенно картофельный отвар. Консистенция картофеля должна быть не очень плотная. Он постоит и загустеет. Добавлю обжаренный лук и еще раз перемешиваю. Попробуйте начинку. Может, еще добавьте соль, чтобы вкус был выраженный. Черный молотый перец в такой картофельной начинке – это классика. Консистенция неплотная, то, что нужно. Отставляю ее в сторону. Накройте крышкой кастрюлю, чтобы картошка не заветрилась. Для теста нам понадобится теплое молоко 38-40 градусов, сахар и дрожжи. Слегка перемешиваю, накрываю полотенцем и ставлю в теплое место минут на 10. Нужно, чтобы дрожжи активировались и появилась на поверхности молока небольшая шапочка. Теплая вода 38-40 градусов. Соль немного тормозит активацию дрожжей, поэтому ее добавляю позже. Следом постепенно просеянная мука и растительное масло. Вначале вымешиваю в миске, потом перекладываю на стол, подсыпая муку постепенно. Тесто должно быть не плотное и немножко липнуть к рукам. Смазываю емкость маслом и перекладываю туда тесто. Накрываю пищевой пленкой и полотенцем и убираю в теплое место минут на 40, чтобы в помещении не было сквозняков. Тесто очень нежное и приятное на ощупь. Оно хорошо поднялось. Разделяю пирожки на ровные части. Можно скатать колбаской и отрезать кусочки скребком или ножом. На моем канале вы можете найти разные способы формирования пирожков. И в духовке, и со сладкими начинками. Несколько рецептов оставлю в описании под этим видео и в заставках. Вес каждого шарика у меня 58-60 грамм. Подкатываю шарики на столе и укладываю швом вниз. Дальше каждый шарик скатываю в скалку в такой же форме круга. В середину идет начинка, много начинки. Картофель остыл и готов. Подписывайтесь на канал, включайте колокольчик оповещений, чтобы не пропустить новые рецепты. Тесто очень хорошее, не рвется и удобно слепливается вот в такую форму лодочкой. Главное, слепите все края, потому что попадет начинка в горячее масло и будет неприятно. В таком случае аккуратно достаньте ее из кипящего масла ложкой. Масла в сковороде должно быть много, чтобы оно больше чем наполовину покрывало пирожок. Проверить, готово масло или нет, можно насыпать щепотку муки. Если мука шипит и пенится, значит пора жарить пирожки. Укладывайте пирожки в масло швом вниз. Жарить их нужно на среднем огне.
по 3-4 минуты с каждой стороны. Если огонь будет слишком сильный, тесто обгорит снаружи и внутри останется сырым. Доливайте масло по необходимости в сковородку, когда там не будет пирожков. Вкусные, румяные, воздушные. Очень много начинки получается. Пишите в комментариях, с какими начинками любите жареные пирожки, а также какие рецепты хотите видеть на моем канале. Приятного аппетита!